Буду делать или сделаю. Что бы вы выбрали, чтобы выразить будущее время в русском языке? Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Если вы здесь впервые, меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Если вы еще не подписаны на канал, чего вы ждете? И также активируйте колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео, которые у меня выходят каждую неделю. Как вы уже поняли, сегодня будем говорить о будущем времени в русском языке. Для меня будущее время одно из самых простых во всех иностранных языках, которые я учу. Оно какое-то понятное, что ли, и без сложных конструкций. Разве что трудности могут вызывать глаголы, которые являются исключением и спрягаются не по совсем обычным правилам. Постараюсь объяснить как можно проще. А я помогу! Но я бы и сама, конечно, справилась, ну ладно. Итак, каким может быть будущее время в русском языке? У него есть две формы – простая и сложная. Я думаю, сложная никого не интересует, так что давай не будем терять на нее время. Как бы не так, милая моя, как бы не так. Без сложной формы твое предложение выглядело бы примерно «так что давай не потеряем на нее время». На самом деле то, что она называется сложной, не делает ее образование сложнее. Я бы даже сказала, что она проще простой. Проще простой, понятно. Но обо всем по порядку. Итак, простую форму будущего времени образовывают глаголы совершенного вида, то есть глаголы, которые отвечают на вопрос «что сделать?» или в будущем времени «что сделает?». И этот вопрос нам уже говорит о том, что первое – нас интересует результат, и второе – это одноразовое действие. Например, я погуляю и вернусь, то есть я совершу вот это действие прогулки и вернусь домой. И там есть результат. Так, ну а есть какие-то окончания у глаголов для будущего времени? Или как о них догадываться? Я-то понятно, носитель, все знаю, все понимаю. А другим это как объяснить? Проще простого. Не зря же эта форма так называется. Глаголы будущего времени простой формы имеют точно такие же окончания, как глаголы несовершенного вида в настоящем времени. Глаголы будущего времени простой формы. Ничего не поняла. Ну смотри, к простой форме относятся глаголы совершенного вида. Правильно? Правильно. Глаголы совершенного вида не имеют настоящего времени. Они имеют только будущее и прошедшее время. А, да? Я не знала. Да, получается, что, немного перефразирую, будущее и настоящее время имеют одинаковые окончания. Так а в чем тогда разница? Ты чем слушала? Разница в том, что в настоящем времени используется несовершенный вид, а в будущем совершенный вид. Меняется полностью время, меняется смысл. Ну ладно, не кричи, носителю сложно понимать такие вещи. Да, хоть он все знает, все понимает. Получается, что если вы хорошо знаете спряжение настоящего времени, то с будущим у вас проблем возникнуть не должно. Давайте посмотрим на примерах, но сначала проспрягаем вопрос по лицам. Что сделаю, что сделаешь, что сделает, что сделаем, что сделаете, что сделают. Если вы запомните наизусть эти вопросы, то уже вряд ли ошибетесь в окончаниях первого спряжения. Начать. Начну, начнешь, начнет. Начнем, начнете, начнут. Проснуться. Проснусь, проснешься, проснется. Проснемся, проснетесь, проснуться. Прочитать. Прочитаю, прочитаешь, прочитает. Прочитаем, прочитаете, прочитают. Я проснусь. Разовое законченное действие в будущем. Прочитаю сводку новостей и начну свой день с песней. Всегда так делаю. А теперь давай самое интересное – исключение. Не без них. Например, глагол «дать», который имеет особую форму спряжения. И ее, конечно же, надо просто запомнить. Так и есть. Дам, дашь, даст, дадим, дадите, дадут.
Я дам тебе задание, а ты его выполнишь. Тоже два действия в будущем, которые показывают конечный результат. А теперь перейдем к сложной форме глагола в будущем времени и посмотрим, чем она отличается от простой. Сложной она называется лишь потому, что состоит из двух глаголов, а не из одного. А именно из глагола «быть», который спрягается в нужном лице, и основного глагола в неопределенной форме. Вопросы, которые мы можем задать для этой формы, следующие. Что буду делать, что будешь делать, что будет делать, что будем делать, что будете делать, что будут делать. Таким образом, нам нужно запомнить буду, будешь, будет, будем, будете, будут. Плюс глагол рисовать, танцевать, говорить и так далее. В каких случаях эта форма используется? Да, это то, что я собиралась сказать. Угу. Сложная форма используется тогда, когда нужно обозначить процесс, который будет происходить в будущем, неопределенное количество времени. Например, я буду гулять и слушать подкаст. Я не обозначаю, сколько я буду гулять и сколько я буду слушать подкаст. Это процесс, который продлится неопределенное количество времени в будущем. Обратите внимание, что если у нас есть несколько глаголов в будущем времени в одном предложении, то не обязательно перед каждым из них ставить глагол «быть», потому что это действия, которые происходят одновременно в будущем. Я буду гулять и слушать подкаст. Так, а если я скажу «послушаю подкаст» вместо «буду слушать подкаст», какая будет разница? «Послушаю подкаст» значит, что ты его послушаешь полностью, и это будет твой результат. А «буду слушать подкаст» значит, что ты его будешь слушать на протяжении какого-то времени. То есть это указывает на процесс. Давай еще примеров. Спою и буду петь. Спою значит, что я начну и закончу петь. А вот если я скажу буду петь, то неизвестно, когда это закончится и закончится ли. Я могу петь долго. Подумаю, буду думать. Позанимаюсь, буду заниматься. Посмотрю, буду смотреть. Поговорю, буду разговаривать. Погуляю с собакой, буду гулять с собакой. В первом случае это разовое действие. То есть я разок с ней погуляю и все, дальше уж не обещаю. А во втором случае значит, что я с ней буду гулять постоянно или часто, то есть не один раз. Иногда можно услышать от детей, которые просят собаку: «Ну, пожалуйста, я, честное слово, буду с ней гулять». А заканчивается тем, что гуляют с ней родители. Да-да, и пока родители пытаются придумать отмазки, чтобы не заводить собаку, ребенок на них смотрит и думает про себя: «Ну-ну, я вас убедю, я вас убежу». Убежду? О, это то, о чем мы забыли поговорить. Дефективные глаголы. С дефектом, что ли? Именно. Дефективные глаголы, или по-другому их еще называют недостаточными, это глаголы, которые образовывают не все формы при спряжении. В данном случае это глаголы, которые не употребляются в первом лице будущего времени. Их довольно много, все перечислять не буду, но как пример: победить, ощутить, очутиться, убедить. Нельзя сказать победю, ощутю, ощутюсь или убедю. Нет. И как же тогда быть, если я хочу сказать, что победю? Да не говорят победю. В таком случае нужно использовать описательные конструкции. Например, смогу победить или одержу победу. Попытаюсь ощутить или попробую ощутить. Смогу очутиться или заменить это слово на синоним окажусь. Очутиться то же самое, что и оказаться. Попробую убедить, смогу убедить, у меня получится убедить и так далее. То есть можно использовать любой глагол, который подходит по смыслу к дефективному слову. Да, по сути так и есть. И время итогов. Основные моменты, которые нужно запомнить про будущее время. Глаголы в настоящем и будущем времени простой формы имеют одинаковое спряжение.
Сложная форма будущего времени состоит из двух глаголов «быть» плюс основной глагол. При спряжении сложной формы глагола меняются только личные окончания глагола «быть», а основной глагол остается в инфинитиве. Простую форму глагола мы используем, когда хотим сказать о результате, об однократном действии, а сложную, когда нужно указать на процесс, на длительность происходящего. Все. Ну, вроде все понятно. Только странно, что ты решила начать с будущего времени. Ведь у тебя ни про настоящее, ни про прошедшее видео нет. Ну да, немного. Просто будущее так неопределенно. Хотелось его как-то прояснить. Но если так подумать, это самое простое время. Проще настоящего? Да. Ну смотри, ты обычно начинаешь учить язык с настоящего времени, да? Если речь идет о грамматике. Допустим. То есть это самое новое в твоем процессе. Ты до этого еще ничего не знал и не учил. И понятно, что для тебя все новые глаголы будут необычными, потому что тебе их даже не с чем сравнивать. А когда ты учишь будущее, то у тебя уже есть база из настоящего. Ты уже знаешь, какие там могут быть спряжения, и это тебе помогает. Особенно, если это сложная форма будущего времени, где надо выучить только спряжение глагола «быть». Или, как мы выяснили в случае с простой, что они вообще одинаковые с настоящим временем. Мне кажется, это видео уже давным-давно закончилось. И я не задавала тебе вопросов. Пока!